Слушайте, а что можно использовать для ТВ-бокса, имеется в виду для внешнего хранения, да? Можно использовать вот такие вот SSD-шники, флешки, даже вот такие вот флешки SD-шки и, конечно же, NVMe диски, хранить там и фильмы, и музыку, и все, что хотите. Но если я вам скажу, что существует невероятное хранилище, невероятная технология, с помощью которой вы можете каталогизировать, и они у нас намного тоньше, чем вот это все, это просто охренительная вещь. Ребят, дискеты. Дискеты 1.44, 3,5 дюйма, если кто помнит. Это вот сегодня выпуск для олдов, и сегодня он будет трэш-выпуск, потому что мы сегодня подключим дисковод к нашему ТВ-боксу. Если думаете, что это невозможно, то это так, но мы сможем это сделать. Не зря мы самый лучший канал по ТВ-боксам, и вы, конечно же, сейчас подпишитесь, нажмите колокольчик. Но вообще с чего все началось? Дело в том, что когда-то в мою бытность, в мою молодость дискеты, это было вот вообще очень круто. Я еще тогда на Спектруме программировал, и на Спектрум подключал вот такой вот дисковод. Это было бомбическое вообще действие такое. Вообще это было очень дорого, очень классно. На текущий момент этот вид хранилища, то есть этот вид носителя информации практически умер. И сейчас это уже больше экзотика. Но при этом существуют еще внешние дисководы, которые мы достали. Смотрите, это Mitsumi. Это Mitsumi, фирменный Mitsumi. Для тех, кто помнит, что такое Mitsumi, ни хрена себе. Это бренд. И вот таких вот пачка дискет у нас есть Digitex, которые сейчас до сих пор можно даже где-то найти в закромах. В общем-то, емкость одной дискеты 1,44 мегабайта. Цель сегодняшнего видео — подключить к ТВ-боксу и выяснить, сколько секунд видео и какого качества мы сможем проиграть с этой дискеты на ТВ-боксе. Вот это очень интересно. Для примера вам скажу, что, например, вот такая вот флешка на 32 гигабайта, это примерно там 27 тысяч дискет. Да, 27 тысяч дискет. А если брать NVMe на 1 терабайт, NVMe диск на 1 терабайт, то, чтобы вы понимали, это 8 фур. 8 фур дискет. Либо приблизительно 729 тысяч дискет. И если брать по объему вот одной терабайтной вот этой NVMe-шки в соотношении, например, с Эйфелевой башней, то вот нам даже сгенерировал искусственный интеллект, как это будет приблизительно выглядеть. Это будет в высоту половина Эйфелевой башни, с учетом того, что их будут складировать в палеты. Это действительно очень много. И насколько далеко шагнула технология, это нереально. Что мы сейчас делаем? Конечно же, подключить напрямую к Android TV это не получится, поэтому мы подняли здесь Linux-систему на Android TV боксе Core Lake. Это мультимедийная Linux-система, которая может, то есть, Linux ядро, само собой, там есть драйвера самых элементарных устройств по типу чтения именно дисководов. И там это заработает. Мы подключим, мы сейчас идем на мой компьютер, записываем, смотрим, сколько чего в каком качестве, а потом подключаем к телевизору и пробуем проиграть. Весело, да не могу. Ребят, на канале Технозон. Поехали. Слушайте, начнем с того, что у меня есть, конечно же, видеофайлы. И что нам делать? Нам надо определиться, скажем так, какой размер максимальный видео в самом минимальном качестве мы сюда сможем посадить. Имеется в виду имеется в виду длительность видео. То есть я включил сейчас этот, грубо говоря, достал дискеты, класснейший привод. Как я его нашел вообще, я в шоке. Их еще выпускают. Твою налево. Так, вставляем дискету. Во-первых, посмотрим четко, какое количество у нас... Включился вот звук дисковода. Трын-трын. Для тех, кто не помнит, олды меня поймут. Это прям вот звук из детства, елки-палки. Так, самое интересное, что 11-я винда до сих пор поддерживает дискеты. До сих пор это все дело работает. Вот, пожалуйста, у нас папка пустая. Давайте посмотрим на свойства. Сейчас мы увидим. И у нас 1456 640 байт. Это 1,44 мегабайта. То есть, по сути, не более чем 1,4 мегабайта мы должны сделать видео. Например, мой обзор топ-5. Вот, пожалуйста, смотрите. Есть у нас... этот сильно большой. Он 4К.
51 Mbps, то есть 4К и длительностью 7 минут. Так вот, размер этого файла 2,68 гигабайт в кодеке H264. Дофига. Но давайте мы сейчас возьмем с вами какой-то проектец. Ну, во-первых, мы должны записать и видео посмотреть, и музыка, да, сможет ли у нас музыка туда влезть хотя бы, и картинку какую-то записать, что-то посмотреть. Слушайте, давайте добавим в проект этот вот самый большой файлик, это мы, конечно же, удалим, и посмотрим, что у нас получится. Длительность, давайте мы сделаем вот так вот, чтобы было видно отображение. Длительность 7.28, если экспортировать даже в каком-то таком приблизительном качестве Full HD, то это будет 2,2 гигабайта. Но давайте попробуем вот 265 кодек, если бы был бы у меня сейчас AV1, у меня есть AV какой-то, нет, это все фигня, давайте в 265 кодеке, однозначно, он сейчас самый лучший в этом плане. Так, ставим, давайте, настраиваемый где-то примерно 140p. Ну, я вам серьезно говорю. Вот, смотрите, какое качество сразу стало. 248 на 140. Теперь нам нужно битрейт зажать куда-то в минимум. Это у нас будет, чтобы вы понимали... Так, это будет 28 мегабайт. Вот, чтобы вы понимали, в самом хреновом вот таком вот кубическом качестве, вот примерно вот так вот он будет воспроизводиться, это будет все равно больше, чем, ну, на 28 дискет, приблизительно. На 28 дискет это 3 коробки, по сути. Нам придется ужать с вами звук. Звук мы... А где наш звук? Так, это видео. Закрываем. Теперь аудио. Битрейт ставим самый низкий, 16 килобит. Это вообще... Так, эффекты удаляем. Эффекты убираем. Все равно 28 мегабайт. Ничего мы с этим не сделаем. То есть хуже вместить уже, я не знаю, давайте 40 там поставим. 40, 11 мегабайт. Это вообще уже такой кубический. 1. Все равно это, ну, 16, это 28 на 16, это минимальное, это вот в таком вот качестве. И все равно это 11 дискет. Твою мать. Нам придется жертвовать, вот чтобы хотя бы как-то посмотреть, нам придется жертвовать длиной этого видео. Поэтому будем, давайте, уменьшать 6 мегабайт, 4, так, 4 мегабайта. Разделять мы не будем, многосерийный не будем же обзор делать. 3 мегабайта. У тебя на ютубе есть многосерийные. Так, тихонечко. 1,9. 1185. Короче, хорошо. Давайте мы экспортируем это видео. Мы же должны будем это еще на большом телевизоре посмотреть. В общем-то, да, это прям будет... Ай-яй-яй, у меня тут листа катается. Я вам серьезно говорю, он под столом лежит уже, наверное, час, когда она это все увидела. Ждем конца рендеринга, то есть это уже пошло кодироваться. Ну, кодируется, вы поняли, да, это все за пару десятков секунд, потому что... Меня больше удивляет, на каком серьезе ты все это рассказываешь. Она говорит, я удивляет, на каком серьезе я это рассказываю. Ну ладно. Вау. Вау эффект, да? Супер. Так, все, есть. Теперь по аудио. Давайте, во-первых, давайте запишем на дисковод вот это все действие. Мы должны же это все обязательно. Так, вот он наш файлик. Смотрите, какой он маленький. Посмотрим на телеке, как это будет выглядеть. Копировать на дисковод. Давай на дисковод вставить. Скорость будет еще та, чтобы вы понимали записи. Даже в размере 1,35 мегабайта. Пошел цакать, цак. Что самое интересное, до сих пор дискеты используют. Используют для каких-то аппаратных ключей. Я не знаю, почему не флешки. Но в старых органах там... А еще используют бабл. Отстань от меня, ты абьюзер. Меня абьюзит сегодня за этот обзор. Я не верну, это будет некрасиво на камеру. YouTube заблокирует. Отстань. Так, одну дискету записали. У нас, иди листа сюда снимай. Тут же был, дело в том, что на дисках нам нужна ручка. Нам пофигу, давай ручку. И будешь снимать сейчас. Потому что было... неотъемлемой частью, нам бумажка не нужна. На, снимай. Неотъемлемой частью было всегда это наклейка на дискету. То есть... Только ради наклейки. Да. Вот так вот берем дискету.
Обязательно это клеилось вот таким вот образом. Какого хрена? А, да, здесь залипка Ой, была. всё. Тише, тише, Ты тише, забыл, тише. как это Я вообще, блядь, какой забыл, блядь, я уже с 90 какого-то года это не делал. Серьезно тебе говорю. Вот такой вот я старый, да. Вот так вот дискета загибалась. Ну, как-то так, да. Да, четко. Ну, я, конечно, рехуль еще тот. И пишем здесь обзор. Да, только безумно. Обзор. Бабл. Маленький буквы Бабл. сделаны. Серия 1. Вот именно так и было. Серия 1. Все, мы сюда обзор записали. Сейчас мы музыку запишем. Тихо. Все, откладывай. Так, следующая дискета. У нас будет музыка. Сколько мы музыки сможем вместить? А я вам расскажу. Сколько музыки мы сможем вместить. Дело в том, что... Да каких плейлистов? Вот у меня есть моя песня, да, там «Коршуны власти», 2.49, 2.50 минут. В каком-то самом простом качестве она занимает 4,6 мегабайта. Чтобы вы понимали, это, ну, грубо говоря, 3,5 дискеты. Ну, 4 дискеты. 4 дискеты. Нам по факту ее придется перерабатывать. То есть мы сейчас с вами... берем это аудио. 4 гигабайта. Нам нужно мегабайта. Блин, я какими-то гигабайтами, короче, оперирую, да? Давайте, во-первых, сокращаем до видимой части. Нам нужно, чтобы песенка была. Давайте, пометить как точку выхода. Все, нам нужно, чтобы песенка была, кстати, именно в этих размерах. Так, идем. Во-первых, мы MP3 обязательно должны экспортировать. Сейчас у нас 192 килобита. Вот в качестве, она была 320. В качестве 192 килобита, если мы ее понизим, то мы в принципе на дискету-то влезем. Давайте сразу попробуем записать на диск А. Это вообще получится или нет? А ну. Если в миди. В миди не. Миди. Давай слушать тебя. А где я его возьму миди? Я не знаю, как с ним работать в текущих реалиях. Давай, экспортируем прямо на дискету. Бля, он работает как с простым диском. Да ладно, слушайте, до сих пор Windows 11. Windows 11 до сих пор поддерживает работу с дискетами. Я в шоке. Чтобы вы понимали, не хватит, вот современные телефоны фотографируют, что не хватит даже вам одной дискеты, чтобы одну фотографию записать. Серьезно, я вам сейчас тоже это покажу. То есть там придется либо ужимать и качество тоже делать, это просто жесть. Но все это мы с вами сейчас проиграем на ТВ-боксе, однозначно. Давайте, так, записала, хорошо, откладываем, тоже будем на ТВ-боксе слушать. Все, записал? Нет, все, ждем. Да, на дискету это еще то удовольствие. Так, ладно, сделали. И картиночку какую-то. Ну, само собой, дискету эту вытаскиваем. Сейчас ее подпишем тоже. MP3. Я вот специально беру, видите, бумажечку. Не надо. Тут они уже видели. Уже все знают, как это работает. Блин, неровно наклеил. Ну, короче, все как полагается. Были раньше дискеты, которые продавались без наклеек, именно уже с наклеенными наклейками. Это было удобно. Смотри, да. Щик. Раньше еще купить их было, я тебе скажу, дефицит. Песня. Песня. Бабл. Надо написать MP3. Одна штука. MP3, да, одна штука. Одна песня на диске. Так, хорошо, есть. И картинка. Фотогалерея. Так, тут вообще все веселее. Короче, у меня, если посмотреть мои изображения... Ой, сейчас мои какие-то порно-фотографии как попадутся. Ну, вот в арт-морду мою. JPEG. О, вот есть, вот идет маленькие фотки, которые искусственным интеллектом обработаны, да, мы для заставки, они там по 500 килобайт. Но если брать, допустим, то, что фотографирует наш телефон, то вот такая вот одна фотография, вот сейчас самая простая фотография из студии, она на 9 дискет. Одна фотография на 9 дискет, чтобы записать. Вот представьте себе. Это вообще пиздец какой-то. Это конкретно меня сейчас вот... Это может быть она большая такая, потому что я такой большой. Нет, это может быть она такая большая, потому что у меня такой большой. Да. Вот такой. Тебе ответ такой. Блин, получается, что я ни одну из фотографий, их надо либо ужимать, из своего смартфона не могу записать на дискету. Я в шоке. Давайте запишем какую-то
Ну, вот 2,53 мегабайта. Самая фигня, короче, какая-нибудь. Короче, запишем. О, вот такой обработки мы сейчас запишем. Нифига себе. 900 килобайт. Аж целый мегабайт. Все, копируем. Оба, конверт. А ты знаешь, как Windows устанавливали раньше? Вот так вот 10 дискет. И ты сидишь вот так вот, сидишь и ждешь. Да, и ты такой, вставьте дискету номер 2. Вставьте дискету номер 3. Да, серьезно тебе говорю. Так, записали фотографии. Короче, давайте теперь пойдем с вами. Давайте сейчас мы подпишем эту обязательно дискету. Теперь пойдем с вами, подключим их к ТВ-боксу. Подключим к ТВ-боксу. И я вам покажу, что это возможно. Поставь мне наклейку. Да, подожди. Тут тебе эти наклеечки не нужны. И пойдем с вами пробовать, как он воспроизводит. Так, тихо, фото. Фотографии с моря. Сейчас фотографии с моря. Ну, как обычно подписывали раньше. Сейчас фото с моря. Какого года и сюда? Моря, давай так. Кирилловка. 1996. Вот я как раз школу закончил. Все, вот все, пошли. Все, ребят, переходим дальше, развлекаемся. Так, ТВ-бокс включен. Как мы видим, Core Elec. Да, похоже на Kodi, но это просто-напросто интерфейс Kodi. Вообще, это система Core Elec. Для тех, кто не знает, это Linux-ориентированная система. Если мы пойдем в Core Elec, мы увидим с вами, ну вот давайте о системе. То мы с вами поймем, что это Core Elec, Omega, MLogic, все. То есть тут как бы здесь конкретное Linux-ядро, которое и поддерживает эти самые диски. Ребят, вставляем сам по себе диск. Вставляем диск в USB 3, чтобы нам еще хватило, кстати, скорости, не дай бог, не хватит. Да. И давайте начнем уже конкретно с обзора бабла. Давайте, воткнули. Опа, он завелся. Ждем подключения. Подключится ли Mitsumi на Linux-систему. Linux должен сожрать все. Ждем. Давайте заходим в Movies, Videos. Так, Mitsumi подключился, я в шоке. 3.5 на дискетах. Так, заходим. И сейчас будем проигрывать. Коршуны власти MP4. 1,36 мегабайт, ребята. Это топ качество. Смотрим, сколько секунд. Угадываем, сколько секунд. Пишем в комментариях. Олды, смотрим. Сейчас и... Конечно, вы поняли, да? С 1.44. Еба качество. Сейчас пробуферит. Сколько секунд? 50 секунд. У нас влезло на дисковод 50 секунд на диск. 50 секунд видео вот в таком примерно качестве. Ну, вы понимаете, да? Вот цель этого видео, это просто сумасшедшая цель. Прям топово, да? Да, Теперь представьте скорость чтения с дискеты, если оно эти 50 секунд еще и пока читает и буферит. У нас есть 40 минут видео. У нас есть 40 минут. Оба! Даже со звуком. Это трудно, конечно, различимо. Это капец. Это даже различить тяжело. Неправда. Для этого стоило записывать на микрофон RD, да? Для того, чтобы получить сейчас там... Но! Смотри, даже такое качество звука он не может воспроизвести, он его буферизирует. Он переключил. Все, закончилось. Все, это все, что мы могли записать на одну вот такую дискету. Ты обещал 50 секунд, где они? Нету 50 секунд. Так, фотография, тихо, фотография. Я не знаю, нет, сюда влезло у нас 1,5 фотографии. Но сам факт того, что это возможно. Вот когда мне говорят, что ты чего-то не можешь в ТВ-боксах сделать, ребята, окститесь, я могу все, даже 3.5 дисковод подключить к нему. Ёлки-палки. Сейчас, подождите. Не надо мне в кадр это повторять. Мне стыдно сейчас. Испанский стыд, блядь, за самого себя. Короче, я буду пересматривать потом этот обзор и буду сидеть красный, как не знаю кто. Опа, картинки сейчас предпросмотр загружает. А ну сейчас одну. Сколько времени займет на старт? Вау, ну ладно, картинки он записал аж целых 6 штучек. Но это маленькие картинки. Чтобы вы понимали, А, ну все, он завис нафиг, подожди. Чтобы выйти из этой картинки, ему надо прибуферизировать это все. Ты думаешь? Тут не так все просто. Подожди, еще. У нас еще песня. У нас еще песня.
Подожди. Смотри, уже старые наклейки отклеиваются, короче, поняла? То есть Не клеится. Ну, ничего. дискетам лет сколько, ты шо? О, вышли, Следующий, слава богу. 24-м. То есть картинки, ладно, картинки работают. Откладываем. Ты это одну показал, что значит работает. Подожди, тихо. Сам факт, подожди. Мы смогли записать 6 картинок. И давай песню. Ну, прочитать. Песню. А ну там долго будет. Подожди. Music. Так, подожди. Files, давай, files. Music, давай. С Мицуми. А ну. Подпевай, ты знаешь Вообще, ребята, нет ничего невозможного. Я очень удивляюсь, насколько шагнули технологии. То есть буквально там какие-то... Видите, оно даже музыку не воспроизводит. Тихо читает музыку. Слышите вот этот звук? Цик, 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 цик. Это только Это олды ты поймут. Это олды поймут. О! Качество, конечно, да. Тут слова разобрать? Большие компании, коршуны власти, все кружат над нами. У меня кровь из ушей сейчас потечет. Да, это вот, знаете, так, теперь это надо остановить как-то. Вообще, я вам скажу, шагнувшие технологии, это очень круто, это очень классно. Мы это смогли сделать. Рекомендую вам хранить файлы на дискетах. Потому что, знаете почему? Сколько лет они сейчас живые. Нисколько же живые не посыпались. А знаете, что их еще можно было на свет просматривать? Мы когда-то делали. Да. Нет, ты не понял. Смотри, на свет можно было на солнце через них смотреть. Затмение. Ты понял? Да. Да. Ну, правда, глаза повыжигать можно было, потому что это не стекло, надо смотреть через стекло. В общем-то, сугубо развлекательное видео. Олды, пишите комментарии. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.